Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Привычка Тэйкук. Преподаватель корейского и английского языков из Инстаграма, который обычно разучивает песни BTS в Инстаграм, опубликовал историю с фотографией Тэйкук, которую опубликовал Тэхён. Носитель языка сказал, что в переводе надписи Тэхёна с хангыля в данном случае следует понимать дословно: «Так сильно люблю его, а не такой красивый, что я могу умереть». Если кто-то сказал вам это выражение, это игривый и ласковый способ выразить восхищение или привязанность, что означает «я люблю тебя до смерти, равно ты такой красивый, что я могу умереть». Зная любовь Тэхёна к игре слов, к обширному использованию метафор с двойным смыслом, это имеет место быть. О боже мой! Этот довольный Тэхён после своей публикации в Инстаграм, где очень тонко признался в любви Чонгуку. Это напомнило мне, как на одном из японских концертов Тэхён сказал: «Луна красивая сегодня, не так ли?» И камера тут же сфокусировалась на Чонгуке. Луна сегодня красивая, правда? Поэтический способ признания в любви у японцев. Такой красивый, что я могу умереть. Дословный перевод: «Я люблю тебя так сильно». Тэхён знает, как изысканно и не банально рассказать о своих чувствах, и все эти завуалированные выражения несут в себе столько романтики, нежности, на что Чонгук наверняка всегда отвечает: «Луна настолько красивая, что умереть можно равно, я люблю тебя тоже». 9 место. Крылья за спиной и потеря в космосе от их переглядываний. Восьмое место. Совпадение или нет? Это был поцелуй? Считается ли, что Чонгук прикоснулся губами к голому участку шеи и плеча Тэхёна? Один человек в двух телах. Тот факт, что Чонгук использовал в партии Let All Him только во время Инкигая, где был техен, а во время других выступлений всегда использовал хёр, делает меня слишком делулу, но мне нравится. Седьмое место. Как Чонгук каждый раз, не моргая, смотрит на своего Тэхёна и периодически, всегда зависая.
Шестое место. Поведение пары. Всегда искренне радоваться его подаркам. Мысли Тэхёна. Он такой красивый, я умираю. Пятое место. Тигренок в опасности. Четвертое место. Забота. Чангук сказал: «Тэхён – мое безопасное место». Третье место. Новости. Организация БТС, официальные составители списков на бойкот, обновила список, и Макдоналдс не включен в список участников их активного потребительского бойкота. В Твиттере выводят хэштеги «Приносим извинения Тэхёну», «Барахэ Тэхён». Конечно, вся эта ситуация с обвинениями в адрес Тэхёна – кошмар. Но я каждый раз поражаюсь, как он умудряется любым своим появлением устроить инфоповод. Давно говорил, что он из тех людей, кто не оставляет равнодушным, его либо любят, либо люто ненавидят. А он просто живет свою жизнь, рассказывает нам о том, что ему интересно, и о тех, кого он любит. Одним словом, король. Тэхён не перестает поражать мое воображение, он буквально каждый раз выходит за грань. Гениальный человек, обожаю. О нет, ну кто же так делает? Нам же плакать потом. Новое фото Юнги. Арми встретила Юнги на эксклюзивной премьере корейского фильма «Пилот», премьера которого состоится 31 июля. Самый скрытый мембер показал свое личико. Какой же восхитительный тут Тэхён! Dispatch дал дополнительную информацию о выставке Чангука. Выставка поведает о золотых моментах Чангука с помощью различных экспонатов, посвященных его сольному альбому «Golden». На выставке будут представлены такие предметы, как костюмы и наушники, в которых Чангук выступал на различных мероприятиях, включая клипы на песни «Seven» и 3D-фан-митинг «Golden Live on Stage» и перформанс «Standing Next to You» на Хихарт Радио. Вы сможете увидеть трофеи и награды, полученные им во время работы над альбомом, и неопубликованные фотографии. Также будет организовано пространство для просмотра золотых моментов Чангука. Фоны, которые появлялись в превью-видео и концепт-фотографиях его сольного альбома «Golden», были переосмыслены, чтобы посетители могли почувствовать себя на съемочной площадке. Кроме того, на выставке посетители смогут посмотреть музыкальные клипы и видео с выступлений, сидя в кресле кинотеатра и сосредоточившись на голосе Чангука.
Мне кажется, их воля, они бы постоянно друг у друга на коленках сидели. Гроок, искусственный интернет, дал оценку ситуации с Тэхёном. О боже, похоже, Тэхёну приходится сталкиваться с более большим количеством ложных обвинений, чем политикам в год выборов. Кажется, что каждый раз, когда он чихает, кто-то заявляет, что он пытается распространить новую пандемию. Похоже, что некоторые люди просто не могут устоять перед искушением бросить тень на Тэхёна, но он справляется с этим с изяществом и юмором человека, который знает, что правда всегда восторжествует. Итак, давайте все воспользуемся моментом, чтобы оценить тот факт, что Тэхён более вынослив, чем любое существо во время ядерного апокалипсиса, и продолжайте поддерживать его во всем этом безумии. Видео для зависания. Если нет времени, лучше не начинайте смотреть. Опасность зависнуть окончательно. В рамках сотрудничества с Samsung Music Frame будет выпущено ограниченное издание фотографий Чангука на Hype Inside Golden The Moment. О красоте Тэхёна можно слагать легенды. S-Entertainment тайно управляли командой общественного мнения во время спора с Hype. Выяснилось, что S-Entertainment пытались манипулировать общественным мнением, нанимая внешнюю аутсорсинговую компанию во время спора о правах управления с Hype в начале прошлого года. S-Entertainment поручила манипулировать общественным мнением и заплатила цену за услуги создания неблагоприятного общественного мнения по отношению к другой стороне в споре. Рано утром 23 числа основатель КК Ким Бом Су был арестован по обвинению в манипулировании рыночной ценой ценных бумаг с целью предотвратить приобретение Hype во время приобретения S-Entertainment. И было подтверждено, что имело место искусственное вмешательство не только в общественное мнение, но и в акции. Стоимость контракта, подписанного с аутсорсинговой компанией, оказывающей такие услуги, составляет почти 2 миллиарда вон. Судя по содержанию беседы в Telegram, полученной эксклюзивно журналом, опубликовавшим новость. 27 февраля прошлого года пиар-агентство S-Trave создало чат-комнату, в которой собрались сотрудники нанятой ими аутсорсинговой компании и руководители S. Всего 6 человек. В их число входят 2 сотрудника S, глава Астрапа и 3 человека из индустрии интертеймента. Это была оперативная группа, целью которой было создание общественного мнения, благоприятного для S в инциденте с S-Hype, где в начале того же месяца разгорелся полномасштабный управленческий скандал, судебные разбирательства с дочерней компанией Udor. Это должно было одновременно осуществить не только вирусное распространение выгодной информации для S-Entertainment, но и контрвирусное распространение негативных новостей на другую сторону конфликта. Как говорят специалисты, если хочешь, чтобы ложь выглядела правдоподобно, нужно запустить еще несколько лживых слухов. Никогда не доверяйте слухам и неподкрепленным фактами данным, развивайте критическое мышление. Доверяйте нашим мальчикам, чтобы не оказаться теми, чьим мнением манипулировали специально обученные люди, преследуя свои цели. Просто Чангук и его крошечные танцы.
Самый любимый стул Ким Тэхёна. Не завидуйте. Знаете тренд об айдолах с самой сильной и давящей аурой? Так вот его король. Статья от СМИ в топе. Тэхён поделился фотографиями из отпуска. 21 июля в своей соцсети Тэхён поделился последними обновлениями, опубликовав несколько фотографий из отпуска. На изображениях Тэхён продемонстрировал подтянутую фигуру без рубашки, что подчеркнуло его впечатляющий пресс. Тэхён также упомянул своего любимого участника Чангука в игривой подписи, показывая, что Чангук быстро присоединился к нему на Гавайях после того, как Тэхён выразил желание увидеться с ним. Эти двое продемонстрировали свою тесную связь на фотографиях. Он так вырос. Песня Тэхёна «Winter Bear» заняла первое место в 65 странах мира на iTunes, поскольку мы приближаемся к годовщине ее дебюта и релиза. Это 9-й сольный проект Тэхёна. Для тех, кто так же, как и я, следит за этой ситуацией, Мин Хи Джин опровергает сообщение Dispatch о том, что она увела участников New Jeans из Source Music и объявляет о судебном иске против Dispatch. 23 числа средства массовой информации сообщили, что генеральный директор Мин Хи Джин участвовала в брендинге дебютного проекта Team N. Группа стажеров Source Music, но 4 раза расширяла рамки, чтобы возглавить дебют New Jeans, и намеренно откладывала Team. Дебют New Jeans состоялся. Он также утверждал, что генеральный директор Мин Хи Джин перевел участников New Jeans в Эдор и дебютировал с ними, и что в процессе он получил совет от шамана, чтобы выбрать участников и составить план дебюта. В связи с этим генеральный директор Мин Хи Джин объявила Herald Pop, что она корректирует свою позицию, заявив: «Это ложная информация. Мы планируем подать в суд». Ранее, в апреле, Хай подала жалобу в полицейский участок Юнсан в Сеуле по обвинению в злоупотреблении доверием против генерального директора Мин Хи Джин и руководства, утверждая, что они пытались отобрать права управления. Генеральный директор Мин Хи Джин отрицает обвинение в злоупотреблении доверием. Обновление Compose Coffee. Новую вкусняшку приготовили. Тэхён и Чангук в 2015 году.
Мир Тэхёна невероятно красив, не так ли? Просто очень скучаю по этим двоим. Помните, мы засматривали все видео и фотки с апрельской премьеры в прошлом году? Вот теперь будем смотреть на вот эти моменты. Так кайфово было в тот момент, и хочется снова пережить эти эмоции. Сайт еженедельного рейтинга айдолов Fan Star проводит неожиданное мероприятие в поддержку, чтобы отпраздновать первую годовщину сольного дебюта Тэхёна с 24 числа. Это глобальный фан-проект, в котором реклама, посвященная его дебюту, будет размещена в различных местах. Земля вызывает Чангука, который потонул полностью в Тэхёне. Если суждено, судьба будет сводить до последнего. Ну что сказать, шикарный мужчина. Новые карточки Чангука к ивенту Never Let Go. Мальчик вырос в прекрасного мужчину. Вспомним момент, когда компания Cartier объявила Тэхёна своим глобальным послом и испытала на себе эффект голубых фишек. Сайт Cartier рухнул через несколько минут после объявления, и драгоценности на $1000 были немедленно распроданы. Давайте не забывать, как Чангук сказал: «Я тоже хочу вступить в спецназ». Реакция Тэхёна. Whip up my appetite. Don't leave me high and dry.
Редкие, но драгоценные фото Чангука и Тэхёна из 2014 года. Девять лет назад Тэхён отправил сообщение самому себе в будущем. Это 20 июля 2015 года. Мое будущее, будущий я, смотрящий это, что ты делаешь. Я фотографирую здесь. Я должен добиться успеха через год, верно? Ты теперь самый успешный, Тэхён. Мы так гордимся тобой. Напоминание о том, каким разным может быть Тэхён. Зависать, видя на экранах друг друга. Хвостик Чангука и Тэхёна. Иногда мне кажется, что иметь такую внешность незаконно, потому что, что это, как после этого воспринимать хоть кого-то. Этот очаровательный малыш никуда не делся. Он живет во взрослом Чангуке и напоминает радоваться мелочам и смотреть на мир широко открытыми глазами. Второе место. Это так интимно. Кто помнит, о чем они говорили на этой эфире? Я помню только то, как Тэхён ел Чангука этим взглядом. Обнимая любимого за шею, мужчина как будто показывает свою власть, что он главный, что этот партнер принадлежит только ему. Данный вид объятий – характер для властных, сильных мужчин или так называемых мужчин-собственников. Помимо этого, иногда этот жест используют люди, которые не умеют выражать нежность, считая это не по-мужски. Первое место. Когда, как говорится, лицо с субтитрами.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.